Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на неделю с 31 по 6 февраля по всем знакам зодиака. Давайте посмотрим, что вас ждет. Начнем мы с овнов. Здравствуйте, овны! Что вас ждет на неделе с 31 по 6 февраля? Знак зодиака Овен. Неделя с 31 по 6. Дом, семья. Любовь, отношения. Работа, карьера, бизнес. Финансы. И совет. Дом, семья, у вас какие-то перемены. Здесь может быть улучшение какой-то ситуации, решение вопросов, которые, возможно, зависли. Также колесо фортуны всегда говорит о каком-то удачном шансе. Здесь у вас, может быть, с финансами вам повезет, или здесь что-то связано с банковской сферой, с недвижимостью. И на дне у вас еще ложится император. Может быть, мужчина здесь решит какой-то вопрос. Ну, давайте мы уточним, в какую сторону это колесо и относительно чего. Ой, ну здесь исполнение вашего желания. Может быть, вас куда-то пригласят, или вы устроите какой-то вечер, соберете родных, друзей. Вообще карта несет хорошее времяпрепровождение, исполнение заветного желания. Может быть, все-таки колесо фортуны, это может быть финансовая прибыль. На кого-то может свалиться неожиданное наследство, или придут какие-то деньги, потому что в деньгах все-таки у нас королева пентаклей. Может быть, кому-то одобрят, например, ипотеку, или вам, например, кредит выпишут. Но еще, может быть, это помощь от кого-то для исполнения вашего желания. Поэтому здесь какие приятные новости. Хорошо. Любовь, отношения. У нас здесь рыцарь жезлов. Ну, для тех, кто был в поиске, здесь может быть знакомство. Если меня мужчина смотрит, может быть, вы будете покорять какую-то даму. Карта может показывать страстные, такие бурно развивающиеся отношения. Здесь по этой карте очень сильное сексуальное влечение. Может быть, какие-то совместные поездки, перемещения. Или, например, знакомство в дороге. Кто-то, может быть, с любимым человеком куда-то поедет. Вот, может быть, куда-то вас пригласят. Или вы кого-то пригласите в гости, приедет человек, которого вы будете рады видеть. У кого-то, может быть, состоится переезд. Может быть, вот именно исполнение желания это связано с покупкой и продажей недвижимости. То есть тут в деньгах какая-то прибыль. То есть, наконец-то вы решаете вопрос, может быть, покупаете то жилье, которое хотели. Кстати, по колесу фортуны может подвернуться очень удачный вариант. Поэтому продолжайте искать. Потому что в совет предупреждения у нас ложится тоже карта, говорит, надо вкладываться в свое жилье, недвижимость. Ну, еще здесь совет, конечно, сберечь ресурсы. А кто был в поиске, да, здесь может быть знакомство. Знаете, еще для женщин, может быть, это человек, который приедет, например, в ваш город, может быть, в командировку, или вы куда-то поедете по делам. Или это может быть знакомство в дороге. Может быть, человек вас подвезет, и завяжется знакомство. Иногда, правда, рыцаря жезлов показывают иностранца. Может быть, это знакомство через интернет. Работа, карьера, бизнес. Здесь у вас четверка жезлов. Здесь получение какого-то результата. Если вы на кого-то работаете, здесь может быть продвижение по карьерной лестнице или повышение, например, зарплаты. Если вы в поиске, да, есть шанс найти. Может быть, вас попросят присоединиться к какому-то проекту, или это работа в какой-то сплоченной команде. Для мужчин, может быть, это что-то связано с строительством, отделка домов. Для женщин, может быть, это организация праздников или работа из дома для кого-то по удаленке. Но в любом случае четверка всегда несет хорошие перемены. В деньгах здесь, если карта показывает вас, здесь может быть получение прибыли. Для женщин, например, эта карта может быть повышение по карьере или повышение зарплаты.
Если вы были в поиске, здесь или карта показывает, что вы можете найти работу, связанную с финансами, недвижимостью, инвестиции, бухгалтерия. Или вот идет помощь от такой дамы. Ну, может быть, если вы решаете вопрос с жильем, это, может быть, способствует вам риэлтор или банкир, опять же. Ну, давайте посмотрим одну карту. Ну, скорее всего, здесь или помощь, потому что пятерка – это нехватка, у кого-то еще нет своего жилья. Да, это решение вопросов с жильем. Ну, а в совет предупреждения, в первую очередь, карты, я уже сказала, вкладывайте в свое жилье, но еще, если вы получаете прибыль, то постарайтесь эти деньги сохранить или вложить во что-то стабильное. Потому что вот четверка, пятерка, как бы карты предупреждают вас быть аккуратными с финансами. Хорошо, Овны, давайте вам совет получим от Веканского оракула. Неделя с 31 по 6 февраля. Совет для овнов. Так, это колесница, но она перевернутая. Сейчас. Карта говорит, что кто-то рядом с вами приходит в ужас от ваших идей и пытается принять управление ситуацией на себя. Не позволяйте, чтобы эта сложная и энергетически насыщенная ситуация сломала вас. И еще совет от оракула Королевы Луны, Овны, неделя с 31 по 6. Совет от этого оракула. Gratitude. Эта карта переводится как благодарность. Она говорит, будьте там, где вы есть, и будьте благодарны. Нам всегда есть за что быть благодарным, независимо от обстоятельств нашей жизни. Благодарность поднимает более низкую вибрацию до более высокой. Не позволяйте окружать себя большим количеством негативных людей. Такой у нас с вами получился прогноз. Благодарю за внимание. Всего хорошего. Здравствуйте, тельцы! Что вас ждет на неделе с 31 по 6 февраля? Давайте посмотрим, какие события вас ждут на неделе с 31 по 6. Дом, семья, любовь, отношения, работа, карьера, бизнес, финансовые вопросы, совет или предупреждение от Таро. Дом, семья, у вас здесь или праздники какие-то семейные, может быть, у кого-то день рождения, кто-то, может быть, к свадьбе готовится. То ли вы будете проводить какие-то праздники, то ли вас могут куда-то пригласить. Еще, конечно, четверка – это заниматься своим домом. Может быть, это какие-то дела дома, например, ремонт, строительство, перепланировка. Кто-то, может быть, сейчас работает по удаленке из дома. Еще четверка – это карта успеха. То есть она показывает, что вот люди собрали какой-то урожай. Может быть, это какие-то документальные вопросы, которые вы сможете решить на этой неделе. Какие-то документы подписать. Может быть, кто-то занимается оформлением недвижимости, там какие-то узаканивать, как я сказала, перепланировки. Может быть, кто-то сейчас продает или подбирает недвижимость, потому что вот в деньгах у вас ложится королева Пентаклей. Да, для женщин это ваша карта. Может быть, она показывает, что вы получите какую-то прибыль, или, может быть, с работой здесь какие-то вопросы. А может быть, вы будете тратиться на какого-то специалиста. Ну, королева Пентаклей это может быть риэлтор, банкир, может быть, какие-то инвестиции. Или вот это женщина, которая любит красоту. Да? Может быть, это дизайн интерьеров там, или пошив штор. Ну, вот что-то такое вкладываться в свой дом. Любовь, отношения. Ну, здесь карта говорит, что человек закрыт.
Если, например, вы сейчас в поиске, то ли вы сейчас пока не готовы к новым отношениям, то ли вы можете столкнуться с человеком, который закрыт. И до этого сердца придется достучаться. Девятка говорит, что человек весь изранен из-за того, что он кому-то доверял, верил, да, и его могли обмануть или предать. И сейчас вот он выставил вот эту загородку из жезлов, не готов к новым отношениям. Ну, давайте одну карту посмотрим. Да, для тех, кто в отношениях-то, что здесь? Да, ну здесь кризис. Может быть, была потеря отношений. Ну, во всяком случае, не эти 7 дней, перемен никаких здесь не будет. Если вы состоите, например, в браке или в крепких отношениях, это защищать свою любовь. Кризис может быть у вас в паре, а может быть, кто-то посягает на ваши отношения, и вам нужно проявлять осторожность и внимательность. Ну, давайте вам совет посмотрим. Хотя совет-то есть здесь, но давайте конкретно для вас, для тех, кто вот, да, относительно отношений. Да, здесь ложится рыцарь жезлов. Вы знаете, как совет, рыцарь жезлов может говорить, что, может быть, вам сейчас нужно будет куда-то съездить, развеяться, развлечься. Вам нужна перемена. То ли перемена места жительства, то ли какие-то впечатления новые. Поэтому подумайте, может быть, реально вам куда-то развеяться. Так, хорошо, работа, бизнес, карьера, но здесь четверка. Кто-то, может быть, сейчас на больничном, вот эту неделю будете, или предприятие, например, опять вот что-то все закрывается. Кого-то могут отправить на удаленку, кого-то могут отправить без оплаты. Для тех, кто ищет работу, как бы вот в совет предупреждения для кого-то, может быть, нужно куда-то уехать на заработки, в другой город, другая страна. У кого-то могли какие-то проекты собственные зависнуть, может быть, нет движения вот в какой-то работе, куда вы вкладывались. Иногда карта может показывать вот или отсутствие работы, или вообще желание работать. Может быть, кому-то вот она в совет говорит, если кто-то до этого очень много трудился, может быть, нужно все-таки отдохнуть. Ну, взять какую-то там паузу, может быть, просто выспаться, набраться сил. Потому что по четверке, как правило, это работа на износ. Если в поиске, то пока перспектив я не вижу. Вот единственное, что в совет карта может показывать, что надо куда-то уехать. Финансы я уже тут практически озвучила. Здесь как бы карта говорит, что хорошее материальное положение. Может быть, вот опять же решение вопросов с недвижимостью или получение прибыли. Кто-то будет украшать свой дом, тратиться. Вот может быть, у вас там новоселье или какой-то праздник. Или просто будете заниматься домом, там ремонт заканчивать. Может быть, это покупка каких-то красивых вещей. Тут в совет или, как она говорит, ехать куда-то на заработки, если вот там, где вы находитесь, нет никаких перспектив. Еще карта говорит, не спешите, особенно все, что связано с финансами, не рискуйте. Если собираетесь вкладываться во что-то, то обязательно все рассчитайте. Хорошо, давайте вам получим советы. Тельцы. Неделя с 31 по 6 февраля. Совет от американского оракула. Имболк. По-моему, у нас 2 февраля. Да, имболк у нас 1 февраля. Как раз попадает неделя. Карта прямая говорит, то, что было скрыто в течение долгого времени, сейчас совсем уже рядом и готовится проявить себя. Уделите максимум внимания каждой мечте или желанию, которые в течение долгого времени были спрятаны в самой глубине вашего сердца, потому что для вас наступило время благоприятных начинаний. Ну, еще совет от королевы Луны, Тельцы, неделя с 31 по 6 февраля. Фир. Фир – это страх. Карта говорит, разберитесь в своих страхах, что вас сейчас пугает. Страх полезен только в одном случае, когда он нас чему-то учит. Вот что у вас со страхами, чего вы боитесь? Вы должны понимать, что страх мешает нам развиваться, он нас сковывает.
Поэтому вот вам советуют именно понять, чего вы опасаетесь. Ну и проработать этот вопрос. Такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас, тельцы. Всего хорошего вам, удачи. Близнецы, здравствуйте. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделе с 31 по 6 февраля. Что у вас произойдет? Знак зодиака Близнецы. Дом, семья. Любовь, отношения. Работа, карьера, бизнес. Финансы. Совет, предупреждение, Таро. Ну, непростая неделя, но в любом случае вы справитесь. Да, на дне у вас еще 8 кубков, да. Разочарование в чем-то, в ком-то, уход откуда-то. Я думаю, что что-то связано или с отношениями, или с финансами. Первая карта у нас это дом, семья. Там здесь двойка пентаклей. Ну, карта может показывать, что с финансами проблемы, потому что и в финансах 8, да, есть какие-то ограничения. Ну, карта говорит, что вы справляетесь, у вас получается сохранять баланс в непростой ситуации. Еще карта может показывать, что будет очень много дел, только поспевай, но вы справитесь. Может быть, будет много отвлечений на работу, на дом, на семью. То есть вот придется крутиться. Еще двойка пентаклей – это выбор. Может быть, вы что-то с финансами здесь будете решать. Но так как здесь 8, все-таки здесь есть какие-то ограничения на этой неделе. Она иногда говорит, нужно что-то оплатить, или, может быть, нужно что-то купить, а что-то, может быть, и подождет. Вот этот выбор-то вы делать будете. Ну, давайте мы посмотрим любовь-то. У кого-то здесь может быть окончание любви, потому что все-таки 3 мечей – это раненое сердце. И здесь 8 говорит, что, может быть, вы, да, были какие-то отношения, то ли вы их закончили, то ли человек куда-то уехал, может быть. Да, может быть, у кого-то человек уехал, например, куда-то в другую страну на заработок. Конечно, 3 мечей – это еще огорчение, обиды. Ну, давайте мы уточним, да. Ну, туз мечей может показывать у кого-то развод, у кого-то вы приняли решение, может быть, расстаться. Но смотрите, для тех, кто был в поиске, по 3 мечей, может быть, карта показывает, вы еще переживаете старые отношения, которые у вас закончились. А здесь вы можете познакомиться. Вот здесь у нас ведь рыцарь с чашей любви скачет, да, это окончание одного этапа нашей жизни, и 9 стоит на пороге новых отношений. Вот здесь вам, может быть, по тузу мечей нужно будет просто на эти отношения решиться. Постараться все-таки вот эти старые отношения, наконец-то вырвать их из сердца и начать жизнь заново. Но кто переживает сейчас разрыв, да, это вот внести ясность, может быть, составить разговор и прийти к обоюдному решению. Работа, карьера, бизнес. Ну, если карта показывает вас, вот мужчин, близнецов, если вы своим бизнесом занимаетесь, здесь карта показывает прочный бизнес, хороший доход. Вы умело распоряжаетесь тем, что имеете. Если вы на кого-то работаете, здесь может быть занять хорошее положение, или карта просто показывает получение прибыли, увеличение доходов, может быть повышение зарплаты. Также, если, например, вы в поиске или у вас сейчас проблемы с деньгами, вот, да, может быть, это от кого-то помощь или дельный совет. Король Пентаклей – это человек, который умеет зарабатывать, но он умеет и вкладываться правильно, он умеет сохранить то, что он уже заработал. Вот если этот человек вам по работе, по бизнесу даст какой-то дельный совет, то обязательно прислушайтесь. А если он вам что-то предложит, то соглашайтесь.
Если вам такого человека надо заинтересовать, чтобы, может быть, он в вас вложился, тогда вам нужно будет проявить креативность. То есть вы должны доказать, что этот человек на вас не потеряет. Тогда поддержка от него вам обеспечена. Да, но в деньгах вот эти 7 дней есть какие-то ограничения, потому что вот восьмерка говорит, что мы не можем что-то себе купить, нам нужно затянуть поясок. Но в любом случае карта говорит, вы справитесь, если будете правильно распределять ресурсы. Совет предупреждения, но для кого-то карта советует поаккуратнее с тяжестями, с нагрузками. Не взваливайте на себя, на свои плечи всю ответственность и обязанности, будь то по дому, по работе. Обратите внимание на свою спину, теплее одевайтесь, чтобы не продуло. Если вы на этой неделе планируете очень много дел, то вот карта в совет говорит, не начинайте сразу большой объем, делайте все постепенно. То есть распределяйте нагрузку. Потому что десятка жезлов всегда показывает тяжелую ношу, которая нам не по плечам. Поэтому чуть-чуть себя разгрузите на этой неделе. Так, хорошо, давайте получим советы для близнецов. Африканского оракула. Неделя с 31 по 6. Близнецы. Так, это у нас бабочка. Сейчас. Вы можете ощущать себя запертыми в своем коконе и безуспешно пытаетесь выбраться из него. Помните, что все вещи должны случаться в положенное им время. Верьте и будьте терпеливы. И еще у нас совет от королевы Луны. Близнецы. Неделя с 31 по 6 февраля. Darkness — это темнота. Но здесь карта вам говорит, замедлитесь. Сейчас время для того, чтобы все спланировать и выработать стратегию. Скорее всего, даже по десятке вы сейчас не видите, куда вам двигаться. Для этого вам нужно просто взять сейчас паузу, освободиться от всего, что больше вам не нужно. Все-таки это еще пока темнота. Сейчас вот эта неделя как-то больше подходит для интроверсии. То есть это когда человек обращается внутрь себя, чтобы понять, куда двигаться дальше. Такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас, близнецы. Всем хорошего, удачи. Здравствуйте, раки. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделе с 31 по 6 февраля. Какие события у вас произойдут. Совет получим для вас. Ну, на что укажут карты. Так, что у вас тут? Тоже откуда-то уходите. Так, ну, кто-то может расстаться в отношениях, кто-то может куда-то уехать, кто-то может отказаться от какого-то проекта, в который вы вкладывали много сил. Может быть, в каком-то вопросе, тут или вопрос с работой, или вопрос с отношениями, по восьмерке могли зайти в тупик. Но, как правило, здесь, если это отношения, тут или полный разрыв, или все-таки нужно идти на уступки. Как говорила Алиса Френдлих, терпение и такт. Да. Но для кого-то, может быть, эта информация нужна. Так, ну давайте посмотрим, что вас ждет. Дом, семья. Сфера любви и отношений. Работа, карьера, бизнес. Финансовые вопросы. И совет или предупреждение от Таро. Так, ну дом, семья, у вас здесь башня. Да, для кого-то, может быть, это решение вопросов с недвижимостью, переезд. У кого-то в доме какие-то могут произойти неожиданные поломки. Вы знаете, может кран сломаться или бытовая техника какая-то.
У кого-то, может быть, рушатся семейные отношения. Мы там видели, да? Здесь у вас мир еще, девятка. Вообще башня может нести какие-то неожиданные события. Ну, давайте мы уточним, с чем они связаны. Так, что у вас? А у кого-то какие-то темницы рушатся, восьмерка, ограничения. Так, ну да, кто-то может переезжать. Вот восьмерка, это может быть, знаете, жили вы с кем-то, например, с родителями. По восьмерке вы не могли принимать никаких решений в доме. Скорее всего, правила устанавливала там мама чья-то. Это невозможность даже шторы перевесить своей. Ну, в любом случае, чтобы тут не рушилось, это к лучшему. У кого-то может быть неожиданное известие о беременности, если, например, по восьмерке были ограничения в здоровье. Все-таки вот кто-то вырывается из какой-то темницы. Да. Вот две карты говорят о том, что что-то вас сдерживало. Но так как у нас ложится солнце, то все это к лучшему. Кто-то, может быть, наконец-то поедет куда-то в отпуск всей семьей. Да, вот давно хотели куда-то съездить, не получалось. Да, вот, может быть, на этой неделе вопрос решится. У кого-то рождение или зачатие. У кого-то, может быть, что-то связано с свадьбой. Или все-таки обретение счастья, вот, может быть, у кого-то решается вопрос с жильем. Так, давайте тогда любовь и отношения посмотрим. У нас тут шут, я говорю, тут у кого-то может быть путешествие, у кого-то малыш. Или, может быть, переезд на новое место жительства. Давайте одну карту посмотрим. Король и королева, да? Ну, в принципе, все, что озвучила, король кубков, это может или ваш возлюбленный супруг, или, может быть, это врач, который поможет или родиться малышу, или забеременеть. Скорее всего, здесь мужчина занимается этими вопросами. Ну вот мир, да, мир это может быть смена статуса, это может быть пожениться, переехать, это может быть сменить роли. То есть вы были муж, жена, становитесь родителями. У кого-то может быть вопрос с отпуском, да, вот куда-то за границу съездить. Но в любом случае эти перемены у вас к чему-то очень хорошему. Это еще могут быть новости какие-то прийти или документы, которые вы давно ждали. Известия. Знаете, еще, может быть, у вас родственники где-то были за границей, застряли из-за этих карантинов. Может быть, вот тут встреча. Хорошо, работа, карьера, бизнес. Мужчины могут заниматься своим бизнесом каким-то. Или, может быть, вы занимаете какой-то руководящий пост, там, менеджер, руководитель. Все-таки вас показывают королем. Здесь может быть осваивание каких-то новых технологий. Может быть, вы в работе проявляете там креатив, какое-то соперничество. Ну, как правило, это не война, а соперничество для того, чтобы, вот как по пятерке, да, в споре рождается истина. Также здесь может быть продвижение по карьерной лестнице. Вот карта для мужчин раков говорит, вам могут доверить какой-то сложный участок работ. Тут самое главное, не бойтесь, что вы не справитесь, все у вас получится. Вас показывают королем жезлов. Это, как правило, это лидер. Этот человек может и работу организовать, и людей подтянуть. Но так как все-таки это не ваша масть, может быть, для мужчин это важный какой-то клиент, заказчик, или, может быть, это бизнес-партнер, или это ваш начальник. Ну, также у женщин, может быть, вы работаете на такого короля. Давайте мы уточним все-таки. Фигурная карта. Ух ты. А у кого-то здесь может быть потеря работы. Может быть, это как раз соперник. Или вы можете какой-то проект, отказаться от какого-то проекта. У нас там восьмерка выпадала, да, восьмерка кубков. Я говорила, что вы могли зайти в каком-то вопросе в тупик. Может быть, отказаться от какого-то проекта, может быть, король жезлов – это заказчик или бизнес-партнер, или, может быть, кто-то разорвет, например, сотрудничество. Так, сейчас.
В любом случае, опять все это к лучшему. Да, может быть, через какие-то переживания вы пройдете. Еще знаете, что от этого короля может поступить предложение. Какой-то очень перспективный проект. Но для тех, кто работал, может быть, вам придется уйти с работы. А для тех, кто в поиске, вам, может быть, придется куда-то переехать. Может быть, это что-то связано с заграницей, но это, знаете, этим случаем нужно воспользоваться. Это очень удачный шанс. Поэтому не упустите. Так, финансы у нас тут 5 жезлов. Тут какие-то споры, может быть, в доме, может быть, на работе. Вот вы будете спорить с кем-то по поводу вложиться куда-то, не вложиться. Еще, конечно, это конкуренция. Еще это, знаете, по 5 это какая-то суета. Да, для кого-то суета, для кого-то карта говорит, нужно подсуетиться, чтобы воспользоваться каким-то очень удачным шансом. Может быть, для того, чтобы в этот проект попасть, вам придется тут побороться с конкурентами, с другими претендентами. Если вы занимаетесь каким-то своим бизнесом и очень много народу, это, знаете, тратится на рекламу, на продвижение. Но после 5 идет 6. Она говорит, да, придется вложиться, но тогда вас ждет победа. Вас увидят, вас заметят. Совет предупреждения ложится ваша карта, для женщин. Вот я там говорила, у кого-то с отношениями что-то, да, вот проявить терпение и такт. Еще карта вам советует вот в эту неделю слушать свою интуицию и держать под контролем свои эмоции. Ну, а для кого-то карта говорит, что сейчас самое хорошее время для любви. У кого-то известие о беременности. Тут вот у вас пары показывают, да, здесь вот какие-то перемены идут в любви, в отношениях. Хорошо, давайте получим советы для раков. Недели с 31 по 6. Знак зодиака рак. Совет. Мандрагора прямая. Сейчас. Земля взывает к вашему вниманию и заботе. Сделайте экологическое мышление частью своей духовной магической практики. Этого требует поклонение Богу и богине. И выбранный вами духовный путь включает в себя эту сторону жизни как неотъемлемую часть. Такой вам совет. Еще у нас оракул королевы Луны, раки, недели с 31 по 6 февраля. Protection. Protection – это защита. Если вы сейчас ощущаете себя брошенными, одинокими, то карта говорит, что это не так. У вас всегда есть защитники в духовном плане. То есть вы всегда любимы и защищены, что бы у вас в жизни ни происходило. Доверяйте себе, своему внутреннему голосу. Вам всегда подскажут, вам помогут. Вот как я говорила здесь, слушайте свою интуицию. У меня для вас все. Благодарю вас. Всего вам хорошего, удачи вам. Здравствуйте, львы. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделе с 31 по 6 февраля. Что у вас будет происходить, какие события. Мы посмотрим для вас совет, предупреждение. Что ждет львов неделя с 31 по 6 февраля. Дом, семья. Любовь, отношения. Работа, карьера, бизнес. Финансовые вопросы. Совет или предупреждение от Таро. Очень похожи карты, как у раков. Дом, семья, у вас 8 кубков. Ну, здесь может быть кого-то отправят в командировку, в какую-то поездку, на которую, скорее всего, вы не рассчитывали. Может быть, при оформлении каких-то документов что-то не реализуется. От чего-то вы откажетесь от каких-то планов. Для кого-то из львов, если, например, вы были в отношениях или в браке, у кого-то может быть здесь разрыв отношений. Так, давайте посмотрим.
Восьмерка кубков всегда говорит, это когда притираются характеры. Кому-то нужно будет пойти на уступки, проявить терпение, такт. Давайте посмотрим. Девятка мечей, карта страхов, переживаний, бессонной ночи. Есть у вас какая-то ситуация, и вы не видите из нее выхода. Девятка всегда говорит, нужно составить разговор. Если можно, конечно. Если человек, например, куда-то уехал, это просто переживать, может быть, какая-то сложная дорога. Так как все-таки в отношениях ложится башня, иллюзии какие-то здесь у вас упали. У кого-то какие-то планы не осуществились, и вы от них пока откажетесь. Но опять же, мы тут смотрим неделю. Семерка, да, это может быть вот влюбленность, иллюзии. Мы на что-то рассчитываем там. Может быть, вы уже живете вместе. Девятка — это переживание, что это не произойдет. А восьмерка говорит о том, что то ли вы разочаровались в любимом человеке, или отношения у вас очень сложные, или человек куда-то уехал, и вы переживаете, вернется или нет. Или, может быть, вы поругались. Но у нас ложится башня. Давайте мы ее уточним. Вот человек уехал, и вы ждете, да? Может быть, знаете как? Вы в браке. Может быть, мужчина уехал куда-то, там, не знаю, в другой город или за границу. А вам придется еще подождать. Но опять же, это неделя. Или вы сейчас стоите на распутье, да, вернется, не вернется, возобновятся, не возобновятся, любит ли он меня, люблю ли его я. То есть это или выбор, или колебание, оставаться, не оставаться в этих отношениях, или вы сомневаетесь в чувствах вашего партнера. Давайте вам совет посмотрим. Совет. Как правило, Паш говорит, надо вкладываться в отношения. Здесь еще в совет, если смотреть шестерка, вот у него в руках весы. Если, например, у вас отношения были с несвободным человеком, скорее всего, вы очень много вкладывались в эти отношения, а человек делил между вами и семьей. То есть вот здесь был перекос в энергиях. Или если меня мужчина смотрит, может быть, вы делили свою энергию между возлюбленной и семьей. Но что-то у вас тут будет рушиться. И выбор, скорее всего, вам придется этот сделать. А еще для тех, у кого, может быть, супруг уехал куда-то, а вы вот ждете, может быть, вот ждете по деньгам оформления каких-то документов, виз, ну, как вариант. Здесь карта говорит, учите, учите или язык, вкладывайтесь в образование, чтобы вы там могли реализоваться. Вот не просто ждите, да, вот предпринимайте какие-то усилия, получайте новые знания. А работа, у вас здесь тоже какие-то колебания? Тут или глубокое сомнение в продолжении заниматься тем, чем вы занимаетесь, если на себя. Если вы работаете, то тоже, скорее всего, работа вас не устраивает. Но вас останавливает страх, вот я сейчас уйду с этой работы, а вдруг я другую не найду. Но и эта работа мне не нужна. Конечно, эта карта всегда говорит, слушайте свою интуицию. Вот у нее завязаны глаза, может быть, вы не видите каких-то перспектив. Перспективы могут быть там, где вы сейчас, или какие-то предложения. Если у вас сомнения, например, вкладываться или нет сейчас в свой бизнес, это боязнь потерять, да, те деньги, которые уже есть, то вот в совет карта говорит, сейчас хорошее время, все вложения обязательно окупятся. Если нет развития и вы не видите выхода, может быть, нужно тут воспользоваться чьей-то помощью. Давайте вам совет посмотрим для тех, кто работает. Если вы в поиске, то, скорее всего, вы даже определиться не можете, что именно вам искать и где. Если хотите что-то свое, то опять сомнения, а что начать? Ну, для кого-то здесь может быть помощь от какого-то консультанта или от пожилого человека, может быть, это ваши родители. Может быть, вам нужно с кем-то посоветоваться.
Если вы хотите пойти по пути своего предназначения, заняться работой на себя, то вот я уже сказала, сейчас очень удачно вкладываться в свое дело. Самое главное — убирать страхи и набраться все-таки уже смелости и перестать колебаться. Вот взвешивать на весах, получится, не получится, а вдруг не получится. Но если изначально будете настроены на провал, то, конечно, не получится. Может быть, вот опять вам нужно будет кому-то заплатить. Если это свой бизнес, может быть, это юрист, с кем-то проконсультироваться. Или, например, проконсультироваться по поводу налогов. Какую, например, налоговую базу выбрать. То есть это вот какой-то женщине нужно будет заплатить за консультацию. Но еще королева мечей может говорить, что вам нужно сейчас контролировать свои траты, продумать стратегию, план. Если вы собираетесь вкладываться в свой бизнес, то вы должны все рассчитать. Может быть, здесь для кого-то еще траты, например, что у нас здесь было? Страхи какие-то, уход. Может быть, траты на врача. Или если кто-то куда-то уезжает, это траты на там визы, документы, что-то такое государственное. Давайте вам посмотрим здесь одну карту. Пятерка мечей. Ну, у кого-то здесь развод, траты на адвоката, судью, да, вот. То есть это пройти через разрыв отношений, через развод. Да, если вы тут что-то будете еще оформлять, будьте аккуратнее, можете слишком потратиться по пятерке мечей. Потом будете себя корить за это. Или кто-то вам будет выставлять претензии, зачем ты столько денег потратил вот на каких-то советчиков. Ну, как вариант. Ну, совет я уже сказала. Да, все взвешивайте. Если вам нужна помощь, обратитесь, вам помогут. Если к вам кто-то обратится, ну, если вы в состоянии, то тоже помогите. И очень хорошее время для вложений. Вложение в себя, в обучение, в недвижимость, в какие-то проекты. Все это окупится. Хорошо, львы, давайте получим для вас совет. Недели с 31 по 6. Знак зодиака Лев. Совет от Вифанского оракула для вас. Так, это рогатый бог сейчас. Возьмите на себя управление ситуацией с добротой и уверенностью. Если вам предлагают лидерство, примите его со смирением, но без ложной скромности. И не забывайте относиться с уважением к тем, кто обращается к вам за покровительством и защитой. Еще совет у нас от оракула Луны, Львы, неделя с 31 по 6. Gratitude – это благодарность. Да, будьте там, где вы есть, и будьте благодарны. Нам всегда есть за что быть благодарными, независимо от обстоятельств нашей жизни. Вот эта благодарность, она поднимает более низкую вибрацию до более высокой. Да, и по этой карте не позволяйте окружать себя большим количеством негативных людей. У меня для вас все. Я желаю вам удачной недели. Благодарю за просмотр. Всего хорошего. Здравствуйте, девы. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделе с 31 по 6 февраля. Знак зодиака Дева. Дом, семья. Любовь, отношения. Работа, карьера, бизнес. Финансы. Совет, предупреждение. Как интересно. Хорошо. Дом, семья. Ну, здесь какие-то споры, выяснение отношений. Ну, здесь не столько война, сколько, может быть, по поводу вашего дома, семьи, воспитания детей. У кого-то, может быть, какая-то суета,
Очень много дел, ответственности, каких-то вопросов. Да, но неделька обещает вам энергичные действия, связанные с домом. Если вы занимаетесь оформлением каких-то документов, решаете какие-то вопросы, карта может говорить, что очень много будет препятствий на вашем пути. Ну, в частности, например, какие-то конторы сейчас опять закрываются, уходят на удаленку. То есть движений много. Карта говорит, если собираетесь решать какие-то вопросы в инстанциях, узнайте вообще, работают они, а то потратите попусту время. Если дома будете спорить по поводу каких-то вопросов, ну, если хотите, чтобы ваша точка зрения победила, аргументы, факты, доказательства. Ну, давайте одну карту еще посмотрим, что здесь. Конечно, карта может показывать какую-то конкуренцию или борьбу там, за свою любовь, за свои отношения. Здесь какие-то планы. Планы, расширения. Это может быть и прибавление в семействе. Также это может быть спорить, куда поехать, куда вложиться, что купить. Тройка может говорить, что вы планируете там купить участок земли или вложиться там, например, на начале строительства во что-то. Ну, это вы будете со своими родными, близкими вот по поводу этого и решать вопрос. Кто-то, может, какую-то дорогу собирается, вот это суета, потому что в любви, в отношениях здесь восьмерка. Может быть, кто-то поедет в отпуск или в какую-то поездку. Это вот быстро куда-то собираться. Может быть, вы долго ждали этой поездки, потому что в деньгах здесь тоже тратится. Может быть, на отпуск. Или вы получаете приглашение к кому-то поехать в гости, например. Скорее всего, это перелет на самолете. Да, для тех, кто в поиске, здесь есть шанс познакомиться. Может быть, будет очень много общения через интернет. Кто-то на пороге новой влюбленности. Если у вас в отношениях вот были какие-то споры, это вы вопрос этот все-таки решите. Вообще карта улучшения ситуации, а так как мы смотрим на любовь и отношения, тут вот, может быть, я говорю, в какую-то поездку отправиться вместе. Работа, карьера, бизнес. Здесь у вас ложится король мечей. Ну, если меня мужчины, девы смотрят, может быть, вы работаете в сфере, там, где носят форму, оружие, может быть, вы там полицейский, военный. Или, например, что-то связано с юриспруденцией, может быть, вы преподаватель или врач-хирург. Ну, у вас очень ответственная работа, но вас показывают королем, то есть вы занимаете хорошее положение. Если это, например, ваш собственный бизнес, здесь может быть какие-то договора, сделки, контракты. Или, может быть, знаете, еще король, он аналитик. Может быть, это продумывание какой-то стратегии. Но так как это не ваша масть, для мужчин, дев, это может быть какой-то соперник, конкурент. Давайте мы уточним. Иногда королю мечей показывают даже врага. Может быть, здесь будет борьба за, например, получить какое-то место, о котором вы давно мечтали. Давайте мы уточним этот короля мечей. Да, вот победить, борьба. Угу. Знаете, тут еще может быть проверки каких-то госструктур, налоговые, пожарники, какие-то чиновники. Здесь вам нужно будет справиться с какими-то трудностями, которые могут от этих людей идти. Да, по силе вы справитесь. Тут единственное, что карта говорит, постарайтесь контролировать эмоции. С такими людьми нужно действовать теми методами, которые для них привычны. Если это соперник, есть шанс его победить, потому что все-таки в деньгах у нас ложится девятка кубков. Вот страхи убирайте, они вам будут мешать. Вот сила как раз и показывает справиться, да, вот с этими страхами, переживаниями. Так, каков итог-то борьбы этой? Паш Пентаклей. Кто-то вам помочь может. Если это какие-то госструктуры, это, скорее всего, пойти на взятку. Да, подарок, чтобы умаслить, и тогда от вас отстанут. Ну, как вариант. Если вы здесь будете бороться за какую-то новую должность с конкурентом, то вы эту должность получите. Потому что все-таки у нас девятка кубков – это удовольствие, это исполнение желаний, связанное с финансами.
Единственное, что все-таки в совет ложится восьмерка. Вот, может быть, вы получите это предложение, но с кем-то вы можете разругаться в пух и прах. Или, знаете, человек, может быть, скрытно действовал, и это выйдет наружу. И вы с этим королем мечей разорвете отношения. Ну, придется побороться, да, за что-то. Но оно того, очевидно, стоит. Все-таки это девятка кубков. Да, кто-то может отправиться в отпуск, в какую-то поездку приятную. Вас могут пригласить на какой-то праздник. Может быть, вы будете организовывать праздник и пригласите других людей. Но смотрите, для тех, кого куда-то пригласят, девятка – это хорошо проводить время. Восьмерка – это похмелье. Еще девятка – это тратиться на какие-то удовольствия, вот, чем-то себя порадовать. Вот карта говорит, рассчитайте финансы, чтобы не потратить больше, чем того стоит. Также будьте аккуратнее с возлияниями, потом будет болеть голова. Если кто-то здесь, например, поругается с начальством, то здесь может быть уход с одной работы и получение то ли предложения о новой, то ли какая-то помощь вам финансовая. Потому что вот здесь по восьмерке, может быть, кто-то будет менять или работу, или сферу деятельности. Кто-то может куда-то уезжать. Хорошо, давайте получим для вас советы. Девы. Неделя с 31 по 6 февраля. Советы от веганского оракула для вас. Так, это у нас Лугнаса, по-моему, она перевернулась сейчас. Если жертва предназначена для получения духовного или магического результата, она должна быть добровольной. Не позволяйте никому настаивать на том, чтобы ваша жертва была больше, чем вы готовы отдать. Такой для вас совет. Еще у нас королева Луны, Девы. Неделя с 31 по 6 февраля. Вот очень у многих, кстати, эта карта выпадает. Она переводится как благодарность. Будьте там, где вы есть, и будьте благодарны. Нам всегда есть за что нам быть благодарными, независимо от обстоятельств нашей жизни. Благодарность поднимает более низкую вибрацию до более высокой. Не позволяйте окружать себя большим количеством негативных людей. У меня для вас все. Я благодарю вас за просмотр. Удачи вам. Всего хорошего.